Привет, 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 песеры, с вами Морж. Ну и как вы проголосовали, быстрый обзор на Карима Бензему. Причем я дал выбор в Телеграме, либо он, либо Левандовский. Как по мне, Левандовский интереснее, но почему-то за Карима проголосовало больше народу. Поэтому ловите. Итак, позиции центральный нападающий, оттянутый форвард и правый нападающий. Идеальное умение атаковать, классный контроль мяча, дриблинг есть, удержание есть. Достаточно хороший пас низом, как для центрального нападающего. Паса навесом особо нет. При этом идеальная реализация. В принципе, неплохая игра головой. Штрафные не бьет, подкрутки маловато будет, как и маловато будет, конечно же, скорости и ускорения. 84-85. Сила удара тоже не сказал бы, что прям пушечные. Прыжок кое-какой есть, корпус кое-какой есть. Опять же, не слишком уж хорошо. А вот баланс кое-какой нет. 79 это, конечно же, мало. 83 выносливости просто промолчу. При этом обладает очень даже хорошей слабой ногой 3-3 и хорошим поддержанием формы 7. По навыкам. Есть у него финт ножницы, есть у него финт проброс между ног с разворота. Игра головой отлично, удар с подсечкой, с наклевом отлично. Акробатика полезна, игра пяткой полезна. Удар без подработки обязателен для центрального нападающего. Также у него есть пасы в разрез и способности капитана. Что меня максимально смущает, это стиль таран. Да, Бензему сделали зачем-то тараном. И я вам постараюсь рассказать, хорошо ли это, плохо ли это, ну и как вообще с этим всем жить. Давайте начнем с того, что Карим Бензема это, наверное, уже икона Реала, сколько он за Реал наиграл, сколько он набегал. Я уверен, когда он закончит карьеру, появится его легендарная карточка или иконик карточка. В 2009 он пришел в Реал, на данный момент сыграл 408 матчей и забил 214 голов, за сборную Францию 94 матча и 36 голов, и почему-то от болельщиков в Реале получил прозвище Кот. Почему? На самом деле понятия не имею. Может быть он в лоток гадит, может быть он шерсть выблевывает, а может быть он яйца лижет, и может даже не себе. Я не знаю, тут судить не буду, если честно. Что хочется вообще сказать? Стиль таран. Сами Konami его описывают как игрок, который становится опорным пунктом во время атак, удерживая мяч на передовой позиции. То есть, по сути, Konami нам говорят, это игрок, который должен получить мяч впереди, удержать его до того момента, как партнеры подтянутся, далее отдать передачу, ну или как-то с ними уже взаимодействовать. И я бы сказал, что Бензема у нас абсолютно нетипичный таран. Вот если меня спросят, назови таранов в PES Mobile, я назову Ибрагимовича, само собой, Джека, само собой, Клюверта, само собой, ну и, пожалуй, Рукаку. Это, если что, я так от Зюби, я думаю, вы понимаете, почему он Рукаку. То есть, все они отличаются большими и крепкими физическими показателями, высокий рост и отличный корпус. При этом скоростью особо не обладают. С Бенземой же тут немножечко совсем по-другому. Почему так? Потому что Бензема у нас раньше был охотником за голами, и ему просто сменили стиль, но при этом не сменили статы. Такая же ситуация была с Лориенте из мадридского Атлетика, когда он был опорником, его сделали атакующим полузащитником, но оставили статы и навыки опорника. Короче, это что-то непонятное было. Вот с Бенземой сейчас примерно то же самое. Никакой потрясающей физики у него нет. Всего 185 сантиметров роста, всего лишь 88 корпуса. Да, для центрального нападающего это достаточно хорошо, но у того же Ибрагимовича, Клюверта и так далее, там 95 плюс, а то и 99. Я думаю, разницу вы понимаете. При этом, да, кое-какой пас у Бенземы есть, и, в принципе, в пас он играет вполне себе неплохо. Но не слишком хорошие показатели скорости, плюс достаточно вялый сам стиль таран. Он не то, что прям сильно бежит в атаку. Да, умение атаковать 99, Бензема в атаку все-таки движется, но не так сильно, как хотелось бы, даже при этой скорости. Почему я и считаю, что Левандовский был бы интереснее? Там, во-первых, и по статам поинтереснее, а во-вторых, он охотник все-таки. Тараны у нас в игре используются очень нечасто, в онлайн-составах я вижу их очень нечасто, ну а в всяких там финалах турниров или еще что-то, вообще в турнирных матчах, когда люди стараются максимальные составы себе собрать, чтобы, естественно, побеждать, таранов я там не вижу совсем. К сожалению, наша игра диктует такие правила, что охотниками играть полегче, поэтому тараны особо популярностью не пользуются. Если сказать по статам, нарисованы они или нет, я считаю, что не нарисованы. Вполне на свои статы Бензема бегает. Вот. Я не увидел у него проблем с реализацией. К сожалению, не обладает он прям сильно пушечным ударом. Да, иногда он может приложиться, но 91, сами понимаете, все-таки не 99. Ну и все-таки провал скорости. Скорость 84, ускорение 85. В игре на максимальных рейтингах, когда ты получаешь игрока с рейтингом 99, ну, наверное, от него хочется чего-то
больше. То есть, если бы у него был рейтинг 95, например, я бы никаких вообще проблем не испытывал, я бы не сказал про него ни одного плохого слова. Но когда тебе в руки попадает игрок с рейтингом 99, все-таки хочется, чтобы он прям разрывал, так сказать. У Бенземы, к сожалению, этого всего нет. Да, он будет полезен вам в матчдеях, потому что Реал у нас сейчас всегда есть в матчдеях, сборная Франции тоже очень часто используется в матчдеях, поэтому с точки зрения полезности он будет мега хорош. Но с точки зрения именно его поведения на поле я назову десятки форвардов, которые гораздо лучше себя будут проявлять и которыми играть гораздо более удобно. И Холланды, и Мбаппе, и Асимхен, недавно у нас выходящий. А вы сами понимаете, когда я делаю сейчас обзор на Бензему после того, как я сделал обзор на Решфорда, а до этого на сотого Роналду, управлять Бенземой, ну ты сидишь, как будто тебя с Феррари пересадили на хороший Астон Мартин. Вот, допустим, на хороший Астон Мартин, да, он комфортный, он удобный, он красивый, но, блин, это не Феррари, вот назовем это так. И, само собой, это мнение у меня, ну, немножечко, может быть, немножечко будет где-то предвзятое. Так что, в целом, игрок-то неплох, но, к сожалению, у нас уже конец 21 части, у нас есть такое количество классных, реально классных бомбовских нападающих, что, ну, по крайней мере, в моем составе он бы места точно не нашел. В матчдеях бы, да, пожалуй, использовал, но не более того. По навыкам, в принципе, у него относительно все хорошо, но, опять же, проброс между ног с разворота, крайне ситуативный финт, который практически не используется, как и ножницы, к сожалению. То есть, если бы у него была обводка двойным касанием или скрещивание, это юзается легко, это юзается просто, и это максимально удобно для обыгрыша. Эти же финты, к сожалению, ну, не так хороши, мягко говоря, в нашей игре. Акробатика, да, иногда может забить через себя, но тоже, сами понимаете, крайне ситуативно все это дело. Подкрутка кое-какая есть, вы сейчас видите гол с дальней дистанции с подкрутки, причем с лету, так сказать, но залетает такое очень-очень нечасто, поэтому как оружие подкрутку я бы тоже не рассматривал. Игра пяткой хорошо для центрального нападающего, может отдать пас, подыграть, в общем, здесь все неплохо. Игра головой, хоть показатели не слишком большие, что прыжка, что игры головой, выпрыгивает и играет. Более-менее, если умудряется своим корпусом и ростом посоперничать с защитником противника. Если там, конечно, будет против него какой-то Ван Дейк, то шансов особо немного. Но с какими-то менее габаритными защитниками посоревноваться может. Способности капитана, ну, не знаю, я вам уже несколько раз говорил, я предпочитаю, чтобы у меня капитаном был, там, не знаю, центральный защитник или вратарь, там, где эти навыки не влияют сильно на, собственно, карточку. У Бенземы я все-таки бы предпочел, чтобы вместо способности капитана было что-то поинтересней. Так что, если подводить итоги, в целом, ну, 6 из 10 я бы ему ставил. Неплохой форвард, но не более того. Для меня лично проходняк. Твое мнение с удовольствием почитаю в комментариях. На этом прощаюсь. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока и ждем завтра.